Ай, здрасте, с вами Даник Растер и команда БНБ. Мы с чуваками сегодня решили посмотреть, что же будет, если в обычные бытовые приборы вжарить столько мощности, чтобы они обосрались. Ну а заодно посмотрим, в какой момент они взрываются. А я напоминаю, что у нас эксклюзивно в ВК-видео выходят новые видосы, и там тебя уже ждут дерьмовые инструменты. Переходи по ссылке в описании и обязательно заценивай, но только после того, как посмотришь это видео. Раскрою вам небольшой секрет, все вокруг нас энергия. И по проводам течет электрический ток, это тоже энергия. Большинство электроприборов рассчитаны на определенное количество этой самой энергии, которую вы в них вливаете. Позвольте мне небольшую такую гидроаналогию провести. Есть приборы маломощные, у них тоненькая струйка, мало энергии они потребляют. Есть, которые потребляют аж столько, что аж залиться можно. И сегодня мы решили налить ее аж до краев. В моих руках игрушка детская, краб бегающий. Давайте посмотрим, как она работает. Забавно. И работает она от 4,5 вольт, то есть от 3 пальчиковых батареек. Снимаем с него панцирь. Вот эти сволочи. Мы их теперь отсюда выкидываем и подключаем лабораторный блок питания, который может у нас выдать 31 вольт. Это практически в 7 раз увеличение мощности. Минус к минусу, плюс к плюсу. Да пребудет с тобой сила электрона. Забавный момент насчет электричества. Никто до сих пор не знает, что это такое. Если бы мы знали, что это такое... Мы не знаем, что это такое. Давайте с 4,5 и начнем. Увеличиваем! Эй, все, работай. Что-то как-то пеплом чуть-чуть запахло. Он не так долго дрыгал своими прекрасными пластиковыми крабьими ножками. Что, до чего мы тебя довели? До того, что провод у нас отвалился. Во! Он сначала вальяжно такой, посмотрите, на чили весь. Ой, видели пук? Из него вышел белый дым. А как говорится, если из электроники вышел белый дым, она работать не будет. Мы его убили. Но он почему-то дымится. Эй, жареный краб, ты еще попляшешь нам? Проявили недюжую черную магию, некроманские заклинания и воскресили краба. Давайте еще раз попробуем. Наши инженеры сказали мне, чтобы я так не выебался и постепенно повышал. 7 вольт. 7,5. 9, 10. Я уже не успеваю следить за его ножками. 12. Сука, стой. Все, у нас умерла механика, судя по всему. Стерлись шестеренки. Сука, это было весело. О, краба заведи мне. Короче, много фана из этой игрушки, конечно же, не выжит. Несите новую. Следующий наш пациент — это вот такое вот ружье, которое стреляет гель-больными шариками, они же арбизы. Офигенная тема. Достаточно неприятно. Посмотрим, как оно работает на своем родном аккумуляторе 4 вольта. Теперь мы вынимаем его аккумуляторик, подключаемся в разъемы и будем увеличивать, что? Правильно, вольты, на которых он пашет. Наверное, аж вольт до 8 получится, не знаю. Подаем ему его родные 4,2 вольта. Двойными начал стрелять. Что-то как-то слабо. А теперь потихоньку начнем повышать. Хо-хо-хо-хо! Дамы и господа, вот это уже неплохо. Ну-ка, еще разок. Хо-хо-хо-хо-хо! Просто зацените разницу вообще. Это его родная скорость. Значит, до 15 мы можем вообще смело его вжаривать. 15,2. Гель-боловый дождь. Вообще, кстати, эти шарики называются полиакриламид. Я про них читал, попытки найти хоть какой-то рецепт, как их можно сплавить в один огромный большой блоб. Если у вас есть идеи, пишите, пожалуйста, мы такую тему замутим. Идем ва-банк, повышаем больше, чем в 2 раза. 20 вольт. 24 вольта. Ты когда ж ты сгоришь-то вообще? 30 вольт. Они просто не успевают уже, короче, проскакивать туда. Рил пулемет получился. Вы посмотрите, с какой скоростью они тратятся.
Дома можете устраивать настоящие безопасные побоища. Максимум! I don't want to set the world on fire. Уже начал попахивать. Где-то вот 25 вольт ему это предел хороший, когда он и успевает добирать, и лупить еще хорошо. Кстати, сейчас не больно почему-то. Ну-ка, а меньше если. На пятнашке и быстро, и больно. Че ты ржешь? Ржет стоит. Оператор у нас сдулся. У нас кончились патроны, а мне очень понравилось. Переходим к следующему агрегату. А вот есть у нас вот такой вот друг говорящий. Птичка. Хороший. Попка хороший. И все у него... Что-то ты пиздец для детской игрушки. Это были его родные 4,5 вольта. Как он запоет на 7? Ну такой чуть-чуть подразогнанный. Повышаем. Какие-то вьетнамские флешбеки начинаются. Взрывы уже, короче. Попугай, где ты был? Что ты пародируешь? А все, он перестал петь на 10, да? 12, 13, сумасшедшая птица, 15. 20 вольт! 23! Ой, все, он перестал работать. Но мы пойдем еще дальше. У него есть плата защиты некоторая внутри. Мы ее сейчас немного обойдем. Хо-хо-хо-хо. Стараемся выжать из него максимум. Посмотрим, что произойдет. 4,5 вольта. Начал шевелиться. Некромантия некоторая пошла. Он уже, понятно, не поет от такой жизни. Нежить не разговаривает. 10 вольт. 13 вольт. 16,5. Этого попугая, извините за слово, пидасит конкретно. 20 вольт. 25 вольт. 31. Я себя так же чувствовал, когда случайно кислоты серной хлебнул. Живучий оказался, чтоб тебя. Переходим к следующим весельям. Лежал бы так. Да кто тебя придумал? Врубай! 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 Следующий наш электроприбор, который мы будем мучить, это вот такой вот массажер. Наверное, многие его видели в какой-нибудь рекламе в маркетплейсах. Сделан он, чтобы мышцы массировать там, а не то, что ты подумал. Ну, вот это вот самое. Поэтому посмотрим, как он работает сначала на своих настройках, мощностях, так сказать. Ну, нам это, конечно же, все неинтересно, мы его разбираем. Вот. Винтик долой. Это мы откручиваем. Это мы тоже снимаем как-то, каким-то образом. Здесь у нас вот такой аккумулятор. Нам это дело не нужно тут. Это нам тоже не нужно. И мы напрямую подключаемся к моторчику с эксцентриком с помощью наших прекраснейших вот этих штук. Закрыли. Ну, попробуем. 3,2 вольта. 6,2 вольта. Но это всего-навсего его родная стопроцентная мощность. В 2 раза больше! Масложор просто отстреливает. Давайте его вклеим. Ну что, все приклеилось, давайте погнали, поехали. Иду на взлет! Он откручиваться начал. Чего ты ржешь? Иди сюда.
пузо свое тренированное. Ну что, ты готов? Давайте прям в этого, в пса твоего. Люто? Ну давай, в мамоны мои, сковские. Давай прям в пиво. Твою-то мать! Реально больно. Сволочь какая. Вот это сволочь. Хорошая получилась. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Мы тут недавно решили сюрприз нашему Дмитрию Сергеевичу устроить и обновить ему комп. Хороший комп, он как хороший инструмент. А Диман у нас мультиинструменталист. В плане то над сценарием работает, то монтирует что-то, то с нейронками балуется, а бывает все везде и сразу. Поэтому 2 монитора — это must-have. Но еще он у нас консервативный, поэтому с macOS не поладил, только винда, только хардкор. Собственно, так и появился повод обновиться вместе с CityLink. Вот такой знакомый для тех, кто любит технику и электронику. А это значит, что к консультантам можно обратиться за советом по сборке и не бояться, что вам будут ездить по ушам. Ведь ребята знают, что к ним обращаются люди шарящие, и поэтому сами по части технологий не отстают. Заценили и новую приложуху. Поставил фильтры, выбрал комплектующие, оплатил корзину и забрал через 5 минут в ближайшем CityLink в удобное время. Кстати, при заказе не забудь активировать промокод SuperCrustan в мобильном приложении и получишь скидку 10% на первую покупку в CityLink до 300 тысяч рублей. Ну а заценил ли наш Дмитрий Сергеевич новый комп, лучше спросить у него. Так что если тормозит ноут, вышел новый флагман или возник другой повод обновиться, скачивай мобильное приложение CityLink по ссылке в описании. Сейчас мы играли с приборами, которые работают на постоянном токе. Постоянный ток — это движение электронов в одну сторону. Смотрите на эту картинку и представьте себе шланг, в котором электроны вытекают в одну сторону, одна полярность, она не меняется, и куда-то там текут, совершая полезную работу. Мне очень нравится вот такой вот макет, на котором можно объяснить, что такое переменный ток. Шарики внутри — это электроны, которые бегают туда-сюда по трубке, когда я попеременно нажимаю один из полюсов, то красный, то синий. Соответственно, количество раз, с которых я нажму в секунду, это и есть герцы, сила, с которой я сжимаю, это напряжение, и, собственно, количество электронов пролетевших, это и есть сила тока. Изи. А менять мы будем сейчас именно напряжение, то есть увеличивать его. И поскольку мы сейчас будем играться с приборами, которые потребляют переменный ток, у меня есть вот такая вот игрушка. Это лабораторный трансформатор, он же латер. Все вы знаете, что такое трансформатор. Подаешь одно напряжение, получаешь на выходе другое, которое тебе нужно. Трансформирует. 220 — это у нас обычное напряжение в розетке, но мы можем увеличить его до 300. Не терпится мне поэкспериментировать. И первое, что пришло нам в голову, потому что сейчас жарко, это вентилятор, домашний, бытовой. Очень хотелось бы, чтобы он работал, ну, как-то помощнее, что ли, посильнее дул. Включаем в розетку. Начнем потихоньку. Ой, он еле крутится прям. Его реальная мощность. Слабенький. Повышаем! Слабо как-то. Но он стал мощнее, так что можете брать на заметку, кто умирает в квартире, типа, от жары. А есть у меня вот миксер. Давайте посмотрим, как он будет работать. Неужели просто обычный латер, из него никакого фана нельзя выжать? Ладно. 220. Он стал чуть мощнее, но это совсем не интересно. Давайте посмотрим, как поведет себя болгарка. Включаем. Защита какая-то у нее есть, видимо. Твою мать. Ее мы можем раскрутить только до 290 вольт. Ну это как-то слабенько, знаете ли. Мы были бы не мы, если бы не решили эту проблему. Мы повысим до 600. Но для этого надо кое-что сделать.
И вот я рад презентовать вам наше мега-устройство, которое умеет повышать от 0 до 600, вольт. Называется оно табулатор. Наши гениальные инженеры разработали, между прочим. Здесь есть, как на станках, грибок экстренного стопа, чтобы вырубить всю эту канитель, чтобы здесь ничего не загорелось больше, чем оно должно. Соответственно, одна крутилка, которая засинхронила два вот этих лабораторных трансформатора и ограничитель в виде гвоздя. Также кнопочка, ну и вольтметр поставили, чтобы вам было наглядно видно, что мы здесь будем творить и на каких вольтах. И первое, с чего бы я хотел начать, это, конечно же, одеть на чечи, перчечи и запустить тот самый вентилятор, чтобы посмотреть, что же с ним произойдет. Чтобы все было честно, вот она вилка, вот она розетка. Мы не стали ее выводить подальше. Я отжимаю грибок. Бам! Это, кстати, лампочка просто, это не кнопка, ее нельзя нажать. Навострил свои комментарии уже, да? Ну, поехали! Нехорошо сейчас было. Сколько там вольт? Примерно соточка. Начал крутиться. Его рабочая мощность 300, 400, гудит как все, 500 примерно. Ну, кстати, да, серьезно. И 600 вольт, сука, страшно как. Интересно, долго он так проработает? Ну, типа, сколько у него сейчас энергии уходит в тепло, а не во вращение? Ну, кстати, это довольно стабильно работает. Попахивать только что-то начало. Вам не кажется? Мне не кажется. О, он прям обдувает с запахом горелого лака, пластика, а теперь и платного пепла, так называемого. Причем я не пойму, где больше воняет, от него или от этого. Но здесь вроде не дымится, но гудит. Фу, реально запах отстой. Ну долго ты так проживешь-то? Экшен будет сегодня? О, все, выключился. Что-то ему не хорошело как-то. Не очень-то он и долго проработал. Несите новый. Шучу. С ним все понятно. Что-то там загорелось. А у нас огнетушитель недалеко? Я надеюсь, что нет. Вот так он свой век и отжил. Ярко и недолго. Нравится. Ну, что можно сказать? Обмотка у него сгорела. Ничего необычного. Воняет. Красота. Бытовой миксер. Давайте посмотрим, что он нам расскажет. Может ли он работать в экстремальном режиме? 220 вольт. Ой, нет, он сразу отказался работать. Ну почему они кладут один и тот же дым во все электроприборы? Безобразие какое-то. Включайте вытяжку, сейчас пожарные придут. Ничего не работает. Ну что у тебя там внутри, что ты спрятал от нас? Ага, вот оно что. Ну, вот этот небольшой трансформаторик умер. Точнее, мне подсказывают, что это обмотка возбуждения для вот этого вот статора. Еще тут прикольные моменты видны на самом роторе и на щетках. Все оно такое не выдержало. Хе! Помойка. А вот для болгарки мы подготовили специально защиту со всех сторон, потому что что-то страшно. Киловаттный двигатель там, плюс массивный достаточно. Сейчас я нащупаю розетку. Есть, отключаем защиту. Бам! Погнали! 220 вольт! 400 вольт! Она сдохла! А у нас вот тут вторая завалялась, самая дешевая болгарка, которую нашли. Посмотрим, что она нам расскажет. Буду постепенно повышать. Погнали! Подходим к 400! Больше 400! Вот это звук, сученька! Ха-ха! Давай! Все, веселье кончилось. Лаборатория разрушений. У нас небольшие технические заминки. Вследствие наших развлечений умер вольтметр точный, что-то с розеткой. Будем надеяться, что 2 латра этих живых, потому что они сволочи дорогие и вообще редкая штука. Я хочу еще повеселиться. И вот спустя каких-то полчаса ремонтных работ табулатор заработал вновь. Красивый ты мой. Все было дело вот в этих мразотных желтых автоматах фирмы... На.
У нас тут подключена обычная лампа накаливания 50-60 ватт примерно, не очень мощная. Давайте будем ее разгонять и посмотрим, что будет. О, она уже завелась. Кстати, если использовать ее чуть меньше 220 вольт, примерно на 180, она будет гореть очень долго. Она начинает светиться ярче и еще ярче. И мне тут уже очки нужны. Уже не нужны. 400 вольт. Как солнце. Такая же яркость примерно. Сколько у нас было? 420 примерно. Слоумошечка красивая. Но я хочу ее взорвать сразу. Поэтому сейчас я выставил ей уже аж предельные значения напряжения, и мы ее включим сразу. Раз, два, три. Пау! А вот в загашнике у меня еще кое-что завалялось. Лампа на 250 ватт. В 5 раз мощнее, чем у нас была только что. Грибок. И будем повышать постепенно. Заодно посмотрим, на скольких она заводится. О, нихера себе, там плазму зацените. Примерно 100 вольт. Чуть побольше, может 140. Повышаем до 220. Это ее родное напряжение. И увеличиваем. Все. Взорвалась лампа. Это было примерно 340 вольт. Кучу всего мы сегодня уничтожили, но это еще не все. Если вам понравился такой формат, как у меня смешной палец, мы уничтожим еще 2 пылесоса. Один из них Тайфун, стиральную машину, секатор и миксер. Тоже с помощью высокого вольтажа. А сейчас у нас в гостях чайник, которому должно стать не очень хорошо. 220. Что-то я слышу, там попукивает. Сейчас мне как аж парит кипятком горячим. Хорошо, вода, а не масло. Процесс пошел активнее. 300 вольт. Подбираемся к 400. 400. И он еще живой. Вы посмотрите, какой крепкий пацан попался. 420. 440. 500 вольт. И эта сволочь живет. Как вы можете заметить, на 500 вольтах вода закипает гораздо быстрее. Берите на заметку. На самом деле не повторяйте это дома. 600 вольт. И эта мразь держится. Тебе как там, нормально вообще? Сверхмощный чайник. Сколько он стоил? 70 рублей мне подсказывают. Но он и выглядит так же. Ой, кипяток отовсюду начал идти. На полную мощность вжарили его. Стоит себе, бурлит, побурливает, бурлякает, так сказать. Пух. Все, он сломался. Он пшикнул, но почему-то продолжает бурлить. Что за темная магия? Автоматы живые, все включено. Лампочка горит. И все равно он до сих пор продолжает работать. И автомат щелкнул. А я его обратно включу. Нет, все, уже не включается. Чайник приказал долго жить. Это было немного весело. Кипяточку. Что взять от чайника, который устроен из 2 гвоздей? Следующий. У нас в гостях утюг специальный, модернизированный, в котором напрямую подключено все, минуя всякую защиту. Сейчас мы его бахнем на его рабочую 220 вольт. Чуть-чуть подождем буквально, пока он разогреется. Сейчас я буду на него арбизы кидать. Са-са-са-са-са. Делает. А я тем временем чуть-чуть повышаю. Это будет самый эффективный утюг в мире. 300 вольт. Красота. Повышаем до 400. Что-то мне как-то ссыково в этот момент стало. Керамика откипела, походу. Температура подходящая. Можно жарить стейки. Как вы можете заметить, капля бегает по поверхности. Но нас это мало интересует. 600 вольт. Какой стойкий, однако, получился утюг. Ну, давайте подождем. Пришельцы стреляют лазером, пытаясь понять, сколько же у него температуры. 300 градусов. Отличная температура, чтобы погладить блузку. Если у вас вдруг произошла такая ситуация, что вы куда-то срочно опаздываете, а носки у вас не поглажены, команда БНБ предлагает вариант 300-градусный утюг, который прекрасно справится с... Кстати, ага. Еще он легкодоступный. Можно оценить внутреннее убранство и гладить вот в таком положении. Ай, твою мать! А вот случалось у вас когда-нибудь такое, что мощности обычного перфоратора вам не хватало? Сегодня мы с нашей командой решили исправить эту ситуацию.
Попи... Саня, давай! Слабовато, дай еще! Ну, жалко, что они одноразовые. Следующий. И вот добрались мы наконец до габаритной техники. Что же с ней произойдет, когда мы подадим на нее 600 вольт? Да кто бы знал. Спасибо за ваши лайки, а мы погнали веселиться. Ну что, господа, погнали. Что-то все в защитах такие попрятались. Как будто что-то опасное будет происходить. Потихонечку погнали. Стиральная машина пошла на взлет. И это даже не 220. Мне нравится звук. 220. Какая она сбалансированная, да? 250. 300. Я думаю, пора эксцентрик подкинуть, как вы считаете? Разобралась. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.